Устали анимировать руки, а в углу пылится VR-гарнитура? Используйте Hand Mockup VR. Приложение захвата движения рук для VR-шлема. Запускаете, нажимаете на кнопку записи, двигаетесь и останавливаете запись. В результате получаете модель с анимацией. Приложение свободное и с открытым исходным кодом, доступно на GitHub, ссылка в описании. APK-файл этой квеста находится в разделе релизов. Для установки потребуется активировать режим разработчика. Приложение небольшое, но принесло интересный опыт, которым хотелось бы поделиться с вами. Для одного из проектов возникла потребность захвата движения рук, и я начал поиск готовых решений. Лучший результат дают макап-перчатки, которые с помощью системы датчиков довольно точно записывают движение. В моем случае покупка либо аренда такого спецоборудования нецелесообразна, поэтому продолжаю поиск среди оптических систем, большинство из которых работают с фиксированными камерами. Это значит, что область захвата ограничена. Но в VR-шлеме уже присутствует система трекинга рук, которая обеспечивает не идеальный, но достаточный для моих целей результат. Есть даже приложения, которые позволяют получить анимацию, но большинство из них запускается на ПК, ограничивая портативность шлема. На GitHub нашлось и автономное Handy. Оно пишет анимацию файл, который затем необходимо сконвертировать через Unity в Alembic файл, где анимация покадрово запущена в Mesh. Править такую анимацию проблематично, да и сам пайплайн получается неэффективным. Принимаю решение сделать минимально жизнеспособный продукт. Он должен запускаться на шлеме, сохранять модель с анимацией и быть кроссплатформенным. Для реализации выбираю Unity. Создаю проект на основе шаблона URP. Избавляюсь от readme ассетов. Так как VR-гарнитуры работают на Android, переключаюсь на соответствующий профиль сборки. Для организации проекта создаю папку, где будут находиться все неимпортированные ассеты. Теперь приступаю к установке необходимых VR-пакетов. В первую очередь это XR Plugin Management. Затем устанавливаю плагин OpenXR, обеспечивающий доступ к одноименному API, который поддерживает большинство современных VR-гарнитур, что является основой кроссплатформенности. Устанавливаю XR Interaction Toolkit и XR Hands. И импортирую ассеты, которые содержат все необходимое для взаимодействия с VR-гарнитурой. В настройках плеера задаю имя компании, оно будет использоваться в имени пакета Android. Убираю отображение загрузочного экрана. Задаю имя пакета. XR Interaction Toolkit работает поверх новой системы ввода, переключаюсь на нее. Задаю корневое пространство имен. В него будут помещаться все созданные классы. Приложение планирую собирать под квест 3, добавляя соответствующий профиль взаимодействия и включаю фичи для поддержки отслеживания рук и шлемов квест. Выполняю валидацию проекта и исправляю все найденные предупреждения. Автоматически не отключается Screen Space Ambient Occlusion, его рекомендуется отключить для улучшения производительности. В проекте этот эффект применен в PCRP ассете, который не планировалось использовать, удаляю его. Настраиваю шаг времени для физического движка в соответствии с частотой обновления экрана. Если попытаться записать математическое выражение сразу, то ошибочно изменятся поля снизу. Чтобы этого избежать, ставлю знак равно, затем удаляю. За основу беру Hand Interaction Demo сцену. Собираю проект и тестирую на шлеме. Все работает, но при быстрых движениях рук замечаю их двоение. Также разрешение не соответствует нативному. Изменяю масштаб рендера на единицу. Чтобы разобраться с двоением, необходимо изменить поле Update Tape. В компоненте XR Hand Tracking Events выбрать только динамик у обеих рук. Удаляю лишние объекты. Сцену сохраняю в папку проекта
Отправлю список сцен. Первоначальная настройка проекта завершена. Следующий этап – работа с графикой. Чтобы управлять цветом Skybox, создам свой Unlit Shader Graph. Просто вывожу цвет, заданный в материале. Отключаю отбрасывание тени. Создаю материал на основе этого шейдера. И задаю очередь отрисовки после альфа-теста, так как Skybox рендерится перед прозрачными объектами. В настройках освещения задаю его как Skybox материал и получаю предупреждение, что этот шейдер не поддерживает отрисовку Skybox. Исправляется это добавлением в имя шейдера слова Skybox. Для ориентации в пространстве создаю объект пола. Задаю ему материал. И импортирую заготовленную текстуру. Решаю сделать так, чтобы текстура отображалась в некотором радиусе от пользователя. Для этого создаю Unlit Shader Graph. В материале будет задаваться цвет, когда текстура скрыта, сама текстура, позиция пользователя и расстояние смены текстуры на цвет. Создаю ноду позиции пикселя и получаю вектор 2, мировую позицию в плоскости XZ, так как высота не будет влиять на отображение. Позицию пользователя тоже проецирую на плоскость XZ. Нахожу вектор между ними вычитания. Скалярным произведением вектора самого на себя получаю квадрат его длины. И сравниваю с квадратом радиуса. Такая небольшая оптимизация, чтобы избежать дорогого вычисления корня. Если расстояние превысит квадрат радиуса, то получится 1, иначе 0. С помощью ноды линейной интерполяции выбираю, что отрисовать – текстуру либо цвет. Задаю текстуру и настраиваю ее повторение с помощью ноды Tiling and Offset. У материала выбираю вновь созданный шейдер. И задаю свойства. Чтобы изменять свойства позиции, необходимо создать компонент, который будет передавать позицию объекта в соответствующее свойство материала. Потребуется идентификатор свойства. Создаю класс, унаследованный от MonoBehavior. Компоненту потребуется ссылка на материал. Каждый апдейт будет передаваться позиция объекта, на котором находится компонент. Размещаю экземпляр класса на камере и задаю материал. Руки для проекта сделал на основе меша из MakeHuman. Привязал подходящий VR-скелет, настроил веса, лицензию поставил CC0, чтобы не было ограничений при экспорте анимаций. Формат модели GLB. Чтобы импортировать в Unity, я использую пакет Unity GLTF. Импортирую его по ссылке из GitHub. Также этот пакет в дальнейшем понадобится для записи анимаций и их экспорта.
Проверяю, что стоит чекбокс Read Write, необходимый для экспорта меша приложения. Избавляюсь от связи с префабом, чтобы можно было изменить структуру. Переношу компонент рендерер на корневую кость. Импортирую текстуру и создаю материал для рук. Создаю префабы. Удаляю стандартную руку. Создаю новую на основе префаба. Выставляю отсутствующие ссылки на Mesh Renderer. Заполняю список джойнтов автоматически, так как название костей у новой модели соответствует стандартной. Удаляю объекты для отображения эффектов на меше руки. Для тестирования без шлема скачиваю XR Device Simulator. В билде на шлем необходимо отключать или удалять XR Device Simulator. Настраиваю кнопки, на которые будет активироваться и деактивироваться запись. Запись будет происходить с помощью GLTF Recorder Component из пакета Unity GLTF. Выключаю запись Blend Shape'ов и выбираю корневую кость с Mesh Renderer. Управление этим компонентом будет осуществлять Recorder Controller. Сперва необходимо создать определение сборки и добавить ссылку на сборку. Теперь в компоненте задаю поле для ссылки на Recorder Component. Логика работы следующая. Запись начинается при активации компонента и останавливается при деактивации. Соответственно, в onEnable задается путь к выходному файлу и вызывается метод начала записи. В onDisable вызывается метод остановки записи, который выполняет сохранение файла. Из минусов метод неасинхронный, так что при сохранении будет небольшая задержка отрисовки. Добавляю компонент на руки и настраиваю. Подписываю на нажатие кнопок активацию и деактивацию рекордер контроллеров. Добавляю запись объекта камеры. Основной функционал готов.